Привет, друзья! Вы на канале Проект Резидент. Я его автор Александр Бороденков, и это вторая серия о моем путешествии по Изумрудному острову. Если в первой серии я знакомился с Дублином и Республикой Ирландии в целом, то в этой я отправился в Белфаст, столицу Северной Ирландии. На самом деле мало кто об этом знает, что Ирландия — это не единое государство, что здесь есть Северная Ирландия и Республика Ирландия, и конфликт этот достаточно старый. Будучи в Дублине и послушав как местных жителей, так и гидов, я понял, что взаимоотношения с большим соседом в лице Великобритании у ирландцев были и остаются очень непростыми. Для того, чтобы еще лучше познакомиться с историей и культурой этого острова, без поездки в гости к восточному соседу было не обойтись. Мне хотелось посмотреть, как там живут люди и как выглядит та часть острова, которая до сих пор остается под влиянием британской монархии. И что не менее важно, почему так получилось. На протяжении нескольких десятилетий Северная Ирландия была у всех на слуху в связи с одноименным конфликтом, известный всему миру как The Troubles. Северная Ирландия, да, там где Белфаст, не захотела становиться независимой, и они проголосовали против. I would love it to be in all Ireland. I don't want it. I don't want it for my children. Don't want it for. I want to remain British. And you'll probably go about Belfast and you'll probably get a 50-50. Я поговорил с местными жителями, чтобы узнать их отношение и к конфликту, и к тем, с кем у них он возник. Half of them up there are unions. Yeah. And they're Что для этого делали и делают сейчас власти, и какой ценой каждый из них отстаивает свою правду. Я расскажу, кто такие зеленые и оранжевые, юнионисты и республиканцы. Конечно, помимо этого, я покажу и расскажу о достопримечательностях как в Белфасте, так и в Дублине, которые, на мой взгляд, достойны внимания туристов. Мы продолжим говорить про социальные и бытовые аспекты, сопровождающие жизнь по обе стороны границы, а также сравним уровень жизни как в Республике Ирландия, так и в Северной Ирландии. Я покажу, где и как ирландцы отдыхают, поговорим о либеральных свободах и традиционных ценностях. Поэтому детей может быть много, но это может быть не такая прям супер классическая семья в нашем понимании. И, конечно, я расскажу о сути конфликта, на долгие годы превратившего Северную Ирландию в одну из самых опасных стран для туристов, о его причинах и к чему он в итоге привел, а также поделюсь своими наблюдениями, которые, на мой взгляд, во многом объясняют события, которые происходят в мире сегодня. Оказался в таком месте интересном. Вот с одной стороны ворота с колючей проволокой, да? И буквально 50 метров некая такая зона, и вон ворота с другой стороны. Что-то мне подсказывает, что они здесь неспроста. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, включайте колокольчик и поехали дальше знакомиться с Изумрудным островом. Итак, с целью разобраться во всех противоречиях с большим соседом, я и отправился к нему в гости, в столицу Северной Ирландии, Белфаст. Сразу предупрежу, друзья, что в этой серии я буду не только перемещаться во времени, дабы в сжатые рамки хронометража выпуска рассказать о тех или иных исторических явлениях, но и между Белфастом и Дублином, чтобы наглядно сравнить уровень жизни по обе стороны границы. Северная Ирландия, несмотря на то, что находится на одном острове с Республикой Ирландии, является совершенно другой страной, правильнее сказать автономией. Во-первых, это часть Великобритании, соответственно, в обороте там фунты стерлингов. Во-вторых, после Брексита, это уже даже не еврозона, что в теории должно усложнять поездку, так как необходимо проходить таможенный контроль. На практике же оказалось все иначе, но обо всем по порядку. В отличие от автобуса, на котором я добирался из аэропорта Дублина в отель, на ЖД вокзал я решил добираться на Убере. Водитель, что приехал за мной, был из Молдавии. Пока ехали, он мне рассказывал, как ему живется в Дублине. Билеты на поезд я купил заранее, и тут как в воду глядел, поскольку некоторые пассажиры ехали вообще стоя. Стоил билет 32 евро, туда-обратно. Цена приятно удивила. К примеру, из Венеции в Рим в одну сторону я добирался почти за 100 евро, о чем рассказывал в одноименном выпуске. Вокзал Коннолли, названный в честь очередного борца за независимость от Великобритании Джеймса Коннолли, является самым большим транспортным узлом в Ирландии. Естественно, по сравнению со станцией Шинджуку в Японии, что пропускает 3 миллиона человек в день, это просто автобусная остановка. Но для Ирландии с ее населением чуть больше 5 миллионов человек этого вполне достаточно. Помимо Uber или автобусов, добраться до вокзала можно также и на пригородной электричке типа DART, равно как и на удобном трамвайчике. О транспорте в Ирландии мы поговорили в первой серии. Платформа с составом до Белфаста располагалась отдельно от других, все-таки поезд ехал за границу. Если честно, я ожидал, что будет какая-то паспортная проверка или таможенная зона, но ничего подобного. Работник вокзала лишь убедился, что билет действителен, и все. Состав подали быстро, по расписанию. Вагон оказался вполне неплохим, места в нем были именные. Да, если решите поехать в Белфаст и хотите посмотреть на море, выбирайте места справа по направлению движения, но и слева картинка была живописной.
В общем, поезд тронулся, и мое путешествие в Северную Ирландию началось. Что же это за страна такая и как она вообще появилась на карте? Стоит сказать, что прецедент к ее появлению на острове назревал на протяжении нескольких веков. О ранней истории Ирландии мы поговорили в первой части. Перенесемся в 16 век. Англичане уже неплохо обосновались на острове, ведут торговлю с Ирландией, и вроде все складывается даже неплохо для Ирландии. Англия, в свою очередь, никак не может морально отойти от поражения в Столетней войне. Там правят Тюдоры, которые еще к тому же, как назло для ирландцев, решают провести церковную реформу и отделиться от Ватикана, и создать новую форму религии – протестантизм, подхватив идею Мартина Лютера. Во все детали я вдаваться не буду, но нужно понимать, что это также христианство, но отделенное от центра правления в Ватикане. После главного раскола христианства на западную римскую католическую и восточную православную конфессии, реформы XVI века стали следующим глобальным событием в истории самой многочисленной религии в мире, в ходе которых от римской католической церкви отделились уже большое количество верующих, создав новые конфессии, такие как протестанство, англиканство, анабаптизм и так далее. В общем, ирландцам эти реформы не понравились, и они оставались верны папе римскому, то есть оставались католиками. Это, в свою очередь, не устраивало уже англичан, влияние которых в Ирландии на тот момент было довольно-таки сильное. Для Ирландии начались непростые времена. За несколько веков этот остров стал британским вассалом. Искореняется ирландский язык, католики становятся вне закона, их урезают в правах. Короче, портят жизнь всем несогласным с политикой большого соседа. Постоянные попытки конвертировать католиков в протестантов также не имеют явного успеха, поэтому на какой-то момент лорд-протектор Кромвель, отличавшийся особой жестокостью по отношению к ирландцам, решает, что проще будет заселить тех, кто уже является протестантом. И поэтому в обмен на земли, отобранные у католиков, он начинает политику переселения шотландских протестантов в Ирландию. Почти все они осели в северных графствах, которые входят в состав провинции Ольстер. Из 9 графств этой провинции 6 входят в состав современной Северной Ирландии. Шли годы, но ирландцы не оставляли попыток сначала восстановить свои права, имеется в виду католиков, а затем получить независимость от Англии. Надо сказать, что какую-то автономию маломальскую Ирландия все же имела, поскольку имелись органы самоуправления, но это было все весьма условно. В 1800 году Ирландия входит в союз с Великобританией, подписав акт об унии, и по сути теряет всякую политическую власть над своей территорией, став автономией Великобритании. Даниэль О'Коннелл, помните Гоголь со спины в первой части, как раз был противником этого союза. В конце 19 века ирландцы выступают с инициативой создания новой формы самоуправления, которую назвали Гомруль, Home Rule. Простым языком, дайте нам заниматься своими делами, но мы вроде будем как бы под вашим влиянием, чтобы вам спалось по ночам. Идея была отклонена, преимущественно из-за нежелания жителей Ольстера, самого развитого на тот момент региона Ирландии, уходить из-под влияния Великобритании в любой форме. Проходит еще несколько лет, в Европе начинается Первая мировая война, и у Ирландии появляется шанс навсегда избавиться от многовековой зависимости от соседа. Для того, чтобы ознакомиться с историей того периода, в Дублине есть одна из самых его известных достопримечательностей – тюрьма Килменхэм. За время своего существования тюрьма получила прозвище Ирландской Бастилии, поскольку в ней содержались как осужденные за уголовные преступления, так и видные деятели ирландского национализма и борцы за независимость Ирландии. Большинство лидеров восстаний разных лет находили заключение именно тут. Я, как всегда, не послушал совета, в частности совета Ани, что надо купить билет заранее. И в связи с этим в тюрьму я не попал, к сожалению. Только вот в этом случае, к сожалению, а так, конечно, я рад, что я не попал. Но куратор разрешил зайти в музей. На первом же его интерактивном стенде проводился опрос об отношении посетителей к смертной казни, и это было неспроста. Здесь были казнены члены подпольной вооруженной группировки, убившие в 1882 году министра по делам Ирландии. В тюрьме Килменхэм отбывал срок и Чарльз Парнелл вместе с большей частью своих парламентских коллег. В период борьбы за независимость Ирландии 1919-21 годов в этой тюрьме содержались многие противники договора с Великобританией, а во времен Гражданской войны 4 противников Ирландской республики были расстреляны во дворе тюрьмы, после чего тюрьма Килменхэм была закрыта по решению правительства Ирландского свободного государства в 1924 году. В то время как Ирландия вовсю бьется с англичанами за свою независимость, на севере-востоке Ольстера ситуация диаметрально противоположна. Причина в разнице между религиями. Республика Ирландия тогда в особенности была католической, и для них католичество это было такое знамя, под которым они боролись за то, что они боролись за свободу вероисповедания. А Северная Ирландия, они протестанты. И они не хотели прощаться со своей религией, соответственно, они не хотели становиться под знамена католиков.
Естественно, католическое меньшинство там в основном поддерживало независимость Ирландии, а протестантское большинство, в основном юнионисты и лоялисты, были сторонниками сохранения монархии. В Белфасте формируется протестантская особая полиция и действуют лоялистские военизированные формирования. Они нападают на католиков в отместку за действия ИРА, Ирландской республиканской армии, а в Белфасте разгорается межрелигиозный конфликт, в результате которого погибает почти 500 человек. Они приняли решение в начале 20 века оставить все как есть, и для того, чтобы конфликт закончился, оставить две Ирландии. По итогам войны за независимость 6 декабря 1921 года Великобритания заключила с Ирландией компромиссный англо-ирландский договор, в котором признала католическую Южную Ирландию как английский доминион под названием Ирландское свободное государство. Северная Ирландия вошла в состав Великобритании. Вот, собственно, туда я и отправился. Стоит заметить, что время пролетело очень быстро, поскольку ирландские пейзажи своим видом просто завораживали. По другую сторону ряда сидели какие-то шумные туристы из Штатов, которые приехали посмотреть на Ирландию после того, как, сдав популярный ДНК-тест, выяснили, что у них есть ирландские корни, а напротив меня сидела местная пожилая пара. Женщина то и дело что-то приливала из бутылки в стакан, а ее спутник с каждым стаканом краснел еще больше, и это наводило на мысль, что содержимое бутылки было довольно-таки горячительным. Про любовь ирландцев к выпивке мы также обсудили в первой части. На полпути они все же не выдержали и, видимо, устав от разговора друг с другом, решили переключиться на меня. Что я, откуда я, зачем я вообще еду в Северную Ирландию. Разговор получился интересным, и я не удержался от соблазна его записать. Но надо сказать, что все мои попытки поговорить с местными на камеру, те смущались, поэтому я, отчаявшись, решил просто не предупреждать их об этом. Ну, о том, что записываю на камеру. И из соображения конфиденциальности лица собеседников я буду скрывать. Вообще, разговор на тему политики, религии в Северной Ирландии тема весьма болезненная. Камеры там не любят и по ряду причин. Об этом я еще расскажу. В одном баре у меня возникли с этим большие проблемы. Естественно, первое, что меня заинтересовало, это то, как вообще обстоят дела в Северной Ирландии с конфликтом. И да, дублировать разговоры на русский я не стал, чтобы не возникло сомнения о подлинности рассказов. Да и как можно не насладиться этим ирландским акцентом. But I remember when I was probably 14, 15, and my mother's, say, ladies' club, and they used to do a trip to Newry, coming to Christmas, and we would get off the train, off the bus, in the cab, with army, So what do you think? Are Northern Irish would rather be with you guys or with Brits? Oh, absolutely. No, it's 50-50 up there. Oh, really? That's we're- the problem. It's like with your man Boris Oh yeah, Boris Johnson. resigning Yeah. because he can't make a decision. Because he's a unionist. Yeah. Right? Half of them up there are unionists. Yeah. And they're not Catholics. They're fucking brainwashed. Gotcha. And that's what he did. Поезд пересек границу, и первая остановка на территории Северной Ирландии была станция Ньюри. Мне показалось, здесь и будет таможенный контроль. Однако, кроме новых пассажиров, в вагон никто не вошел. Поезд через пару минут поехал дальше. Окей, подумал я, может быть, тогда границу придется проходить в Белфасте. Мои же собеседники с конфликта в Северной Ирландии переключились на рассказ о своей огромной семье, поскольку детей и внуков у них было, с их слов, очень много. На мой вопрос, как давно они женаты, я получил весьма неожиданный ответ. Несмотря на такое большое потомство, они так и не скрепили свой союз узами брака. Это очень интересный вопрос. Они любят свою семью и своих родственников. Семьи могут быть очень-очень большими. Здесь может быть по 4, по 5 детей на самом деле. И внешне они выглядят как такая большая дружелюбная семья. Но по факту, если копнуть внутри, окажется, что муж и жена не женаты, потому что у католиков сложно разводиться здесь, и здесь есть только религиозный брак, соответственно, развод очень затруднителен. Они могут не жениться, потому что хотят получать пособие, и могут не жениться просто потому, что мужчины здесь не очень любят жениться. Поэтому детей может быть много, но это может быть не такая прям супер классическая семья в нашем понимании. Но они будут ходить друг к другу в гости, они будут ценить и всех своих родственников до 7 колена, и обязательно найдут родство с Обамой. Они, кстати, считают, что Обама и Риhanna, они тоже имеют ирландскую кровь, и вообще все в этом мире имеют ирландскую кровь, и все друг другу братья, видимо. С Обамой и правда все так. Во время поездки на мыс Мохер мы останавливались на заправке, названной в честь этого американского президента, о чем экскурсовод Эмма рассказывала с нескрываемым восторгом. Итак, мой поезд прибыл в Белфаст, и никакой границы я не проходил. Никакого паспортного контроля, никакой таможни, вообще ничего.
Если честно, я думал, что контроль будет намного строже. Казалось, что я приехал не в другую страну, а в какой-то пригород. Забегая вперед, скажу, что и по возвращению в Ирландию никто ничего не проверял. Такое ощущение, что ирландцы и границы эти не замечают принципиально. Тем не менее, деньги обменять все же надо было, поскольку в Северной Ирландии в обороте фунты стерлингов со своим североирландским дизайном от банка Ольстер. Если наложить фунт, напечатанный в Северной Ирландии, который отличается по дизайну, на тот, что в основном обороте на соседнем острове, то видно, как королева пристально поглядывает за своими территориями. Правда, уже только с купюр из плакатов, которые развешаны по всему Белфасту. Итак, Белфаст, столица Северной Ирландии. Это крупный город провинции Ольстер, население больше 500 тысяч человек, а также это второй город острова Ирландии по численности населения после Дублина. Несмотря на то, что на его месте поселения были еще во времена Бронзового века, фактически появлением города считается 1609 год, когда король Яков I начал заселение Ольстера английскими и шотландскими поселенцами. В начале 17 века население Белфаста составляло примерно 1000 человек, но быстрые темпы роста торговли способствовали и росту населения. Белфаст продолжил свой стремительный рост и в конце 19 века, а уже в 1888 году получил от королевы Виктории официальный статус города. И с этой королевой здесь связано, если не все, то почти все. Ноубери отправился к своему отелю, и здесь тоже не обошлось без разговоров на политические темы. So you going to a hotel now, or? Yeah. I'm gonna stay here for 2 days. Do you still have those political problems with Ireland? I mean, no, you still do, right? Yeah. Yeah, I thought you were guys about to reunite soon, but Well, we're trying to. yeah. That's the whole idea. This last lot of years. Are you for it or Yeah. against? No, I'm for it. Okay, because I've heard some people are, some Yeah. people aren't. And you'll probably go about Belfast, and you'll probably get a 50-50. 50-50. You know what I mean? Probably just depends who you talk to. Ah, You know, I would love it to be in all Ireland. yeah. Do you know what I mean? It's one island. I think everybody should come together. Yeah. It's too much politics, unfortunately. Exactly. So it is. But it would be nice. It would be good for here because we could grow. Oh, okay. I'm sure. So you think being part of UK slows you down, right? Yeah. The UK doesn't want anything to do with us. Really? They be part of us, but you're left, and they give you crumbs. You know what I mean? Gotcha. На сегодняшний день Белфаст и Северная Ирландия немножко отстает в развитии от Республики Ирландии с точки зрения экономики. И приезжая сюда, жители Белфаста смотрят на то, как здесь устроена жизнь и мир, и на то, как у них. Они немного обижены на Великобританию за то, что те не занимаются развитием региона и не уделяют этому какого-то должного внимания с точки зрения экономики. И в Белфасте зреют настроения на сепарацию и на возможное присоединение к Республике Ирландии, потому что последние выборы закончились тем, что национальная партия Sinn Féin вышла в лидеры и вошла, я так понимаю, в парламент Белфаста, и, соответственно, есть надежда у жителей Республики Ирландии, потому что они, конечно, хотят быть единым островом, что они как-то присоединятся, но, вероятно, Великобритания будет против. В первой части я говорил о неком ICR, индекс человеческого развития, и по этому показателю Ирландия занимает второе место в мире. Статистики по Северной Ирландии найти сложно, так как это автономия Великобритании, но среди стран, входящих в состав Великобритании, Северная Ирландия занимает последнее место, отставая от Англии, Шотландии и Уэльса по уровню ВВП. Справедливости ради надо сказать, что население Северной Ирландии меньше, чем в других автономиях. По уровню ВВП на душу населения разница между Ирландией и Северной Ирландией весьма существенная. Почти $100 тысяч в год на человека в Ирландии и 30 тысяч в Северной Ирландии соответственно. Уровень среднего дохода в Ирландии примерно 44 тысячи евро в год, в то время как в Северной Ирландии 30 тысяч. К тому моменту, как Ирландия разделилась на две части, Белфаст был самым населенным городом в Ирландии, и на 6 провинций Ольстера приходилось 2/3 всей экономической мощи Изумрудного острова. Пока мы ехали до отеля, водитель рассказал кое-что еще интересное. One side of the street
it'll be a Catholic side, and the other side will be Protestant. Oh, interesting. So it's kind of divided like this, right? Yeah. So it could be divided from here to here. Wow. And that's what way it is. And there's some places I couldn't go into and feel comfortable. It's different. I couldn't go in there, and they couldn't go into my area. Oh, okay. So- Because otherwise, what's going to happen? You guys going to get in a fight, or? Get into a fight, or Or like- that can happen. Yeah. Забегая вперед, скажу, что я побывал как и в протестантском, так и в католическом районе, между которыми были самые ожесточенные противостояния времен конфликта Северной Ирландии, известного всему миру как The Troubles. Ну а пока я добрался до своего отеля, который находился в самом центре Белфаста, напротив собора Святой Анны, второго по величине собора Англиканской церкви в Ирландии. Чтобы попытаться разобраться во всем многообразии епархий, надо зарываться с головой в историю. И, как я рассказывал в выпуске про Иерусалим, вникать в особенности тех или иных вероисповеданий мне, наверное, не очень интересно. Институт религии мне интересен лишь как социальный феномен, во многом манипулятивного характера. Вера в Бога для меня что-то скорее личное, и всегда таким было. Но религия играет важную роль в формировании нации и зачастую является яблоком раздора. Ирландия, пожалуй, одно из немногих государств, где религиозные войны велись на внутриконфессиональном уровне, то есть между представителями одной религии, в данном случае христианства, но разных конфессий. К примеру, англиканство. Эту теологию и форму богослужения обычно относят к протестантизму, однако официально церковь себя именует католической, вот и попробуй разобраться. Напротив собора Святой Анны на лавочке мужики распивали какое-то пойло, и, судя по их лицам, делали это они весьма регулярно. Да, если честно, город показался не очень-то ухожим. И самое интересное, что я нахожусь в центре Белфаста. Какая-то там окраина, да, куда я приперся, чтобы поснимать какой-то компромат. Ладно, даунтауны крупных городов уже давно облюбовали маргиналы и люмпины. Для западных городов это вообще проблема. В Штатах представителей этой социальной группы можно найти в центре любого города. Поэтому, может быть, и не стоит судить так строго. Мюралы – это то, что бросилось в глаза сразу. В Белфасте они почти везде. Приехал я в город в пятницу, поэтому искал, куда можно сходить вечером отдохнуть. На улице молодые девицы, одетые по принципу «все прелести наружу», выстраивались в очередь на какой-то концерт, какого-то диджея. Я попытался узнать, как купить билеты, и мне сказали, что они были раскуплены еще в 2020 году. Это же как плохо должно быть с развлечениями, если люди покупают билет на концерт за несколько лет до него. Короче, туда я не попал и думал уже пойти обратно в отель, как местные порекомендовали один клуб за углом. Каково же было мое удивление, скажу я вам, друзья, когда я оказался у входа в этот клуб. Вход в Кремль стоил 5 фунтов. Сразу после входа меня ждал еще один сюрприз, о котором меня не предупредили. В этот вечер в Кремле была гей-вечеринка. Я, конечно, давно хотел попасть в Кремль, но, попасть в Кремль еще и на гей-вечеринку, вот скажи, кому не поверят. Окей, чтобы заранее снять все вопросы, ребят, я сам только по представителям прекрасной половины, но уважаю выбор каждого. И никаким образом не берусь никого учить. Вообще ирландцы народ удивительный. С одной стороны, ярые консерваторы, религия, семья, церковь. При этом они очень открыты к либеральным проявлениям свободы. В Дублине достаточно свободные, открытые люди, которые не являются ярыми традиционалистами. А вот если поехать дальше, вглубь острова, в деревне, где там, мы увидим фермеров, вот там церковь, община, семья, хозяйство — это важные части жизни любого человека, и ничего кроме этого не существует, остальное не важно. К примеру, в том же парке, где установлен монумент воинам в центре Дублина, находится статуя Оскара Уайлда.
самого, пожалуй, знаменитого ирландского писателя. Оскар Уайлд был известен своей нестандартной ориентацией, за что в свое время отбывал срок в тюрьме. Вообще флаги ЛГБТ я встречал много где. Мне стало интересно, насколько ирландцы либеральны и насколько либеральные свободы принимаются большинством. Ирландия одна из первых стран, которая признала ЛГБТ-браки. При этом до 90-х годов женщины не были отдельной единицей, были неотделимы от мужа. У них даже налоговый номер был точно таким же, как у мужа, только с 2 буквами в конце. И женщина вообще не считалась полноценным членом общества. Она, если вышла замуж, то она не должна была работать, она не должна была занимать чье-то рабочее место, поэтому ей ничего было не положено. И вот какая-то демократизация в сторону ЛГБТ-браков, женской свободы, там, возможности распоряжаться каким-то своим телом и право на аборты, здесь до сих пор спорная тема, и этому всему буквально там 20-25 лет. Но стоит признаться, что далеко не все ирландцы проводят свой досуг в гей-клубах, поэтому хотелось узнать, как они еще его проводят. Ирландский досуг. После работы мы обязательно идем в паб. Выпить с коллегами, либо встретиться с друзьями, поговорить. Можно в пабе посмотреть какой-нибудь матч по ирландскому футболу, или там хоккею на траве, или чего-нибудь подобного. Если это выходной день, то в выходной мы обязательно пойдем в парк. Мы проснемся в обед, мы пойдем в парк, будем лежать на траве. Это чаще всего семейный день. Всю ирландскую большую семью соберем и пойдем. Если мы вечером пойдем, то мы пойдем в торговый центр обязательно шопиться. И после этого мы можем еще опять пойти в паб. Ну, как бы он для этого и существует. И что еще мы любим делать? Мы, соответственно, можем отправиться на спортивный матч. Ирландцы безумно обожают свои спортивные команды. Неважно, даже если играет не команда твоего города, мы достанем флаги, будем по всему городу кричать, трубить о том, что там Лимерик победил, навалял корку, и это безумная, невероятная радость. Они со всей страны приедут смотреть этот матч. Даже в самолете включат платный интернет, чтобы узнать счет. Да, будучи в Дублине, я застал игру местных команд по гельскому футболу. Внимание к этому виду спорта в Ирландии вправду повышенное. Сам спорт больше напоминает регби, но вместо дыни они играют волейбольным мячом. Короче, я даже в суть вникать не стал. Если в эту игру, кроме как Ирландии, нигде не играют, то, наверное, этому есть причина. Но вернемся в Белфаст. После бурной ночи в Кремле с утра я отправился знакомиться с этим городом, поспав всего пару часов. Доброе утро, ребят. Белфаст, второй день. Эти чуваки, мне кажется, они всегда как на работу ходят. Давайте узнаем, что в этом городе, что можно посмотреть. Первым делом нужно было найти, что где поесть. Тут все до ужаса банально. На завтрак практически везде одно и то же. Завтрак — это ирландский завтрак, он же на самом деле английский завтрак, да, это когда у нас там сосиска, картошка, яичница и бобы. Но ирландский завтрак отличается пудингом. Это такой кровяной круглый пудинг, он бывает черный и белый. И вот это вот ирландский тогда завтрак, если там есть вот этот пудинг. На обед, на ланч принято есть бутерброды. То есть если вы куда-то зайдете в кафе, в основном вам предложат сэндвич разного рода. Есть такой сэндвич, в общем-то, с беконом, сыром и, например, там, салат. Это самая популярная еда здесь. Ну а ужин, он семейный и остается на усмотрение каждой конкретной семьи. Касаемо достопримечательностей в Белфасте, совсем уж скромно. Граффити — это вообще один из способов выражения политических настроений в обществе. Таких немало я видел и на разделительном барьере в Иерусалиме. Порывшись в интернете, я отметил для себя несколько мест, посетить которые решил, исходя из рекомендаций всяких путеводителей. Если вы хотите персонального водителя, то Black Taxi Tour вроде как популярен, и за 60 фунтов тебя покатают в черном такси по всем главным достопримечательностям Белфаста. Я же решил по ним прокатиться самостоятельно. А на первую достопримечательность я вообще дотопал пешком из отеля. Рынок Святого Георга. Самым значимым его наследием является то, что это последний сохранившийся викторианский рынок в Белфасте. Затарившись всяким барахлом и сувенирами, я отправился в самый центр Белфаста. С викторианством в этом городе и вправду перебор. С королевой Викторией связывают целую эпоху не только в истории британских островов, но и мировую. За время правления ее, без малого 64 года, больше нее лишь правила Елизавета II. Преобразования произошли практически во всех сферах жизнедеятельности.
Свою преданность монархии жители Белфаста продемонстрировали как никто другой. Перед зданием городской ратуши стоит ее памятник. Ее именем названо практически все, что можно назвать в этом городе. Хотя, со слов гида, провела она в Белфасте всего 4 часа. Трудно представить, как назывались бы улицы, если бы она задержалась там хотя бы на неделю. Да, гида я решил все же послушать в туристическом автобусе Hop On Hop Off. Этот сервис меня всегда выручал, когда я оказывался в каком-то крупном городе, но времени было в обрез. Так было и в Сантьяго, и в Мехико, и Гавана. В общем, однозначно крутая фишка, если у вас совсем мало времени. Но есть все же одна достопримечательность, которой жители Белфаста поистине гордятся, ибо известна она всему миру, пусть и печально известна. В этом городе построили Титаник. И по прошествии 100 лет, со дня гибели этого круизного лайнера, о котором сняли кучу фильмов, художественных и документальных, написали сотни, если не тысячи рассказов и мемуаров, история, которая породила немало конспирологических теорий, власти Белфаста решили построить музей Титанику. Меня лично история Титаника всегда привлекала, поэтому этой достопримечательности я решил посвятить больше всего времени. Сам музей построили рядом с бывшей верфью Harland & Wolff, с которой был спущен на воду, хоть и ненадолго, самый крупный на тот момент корабль. Здание вправду выглядит впечатляюще, но учитывая, что главный экспонат до сих пор лежит на дне Атлантического океана, мне стало интересно, что именно создатели музея разместили на площади в 12 тысяч метров. Билеты заранее не покупал, и тут мне повезло, несмотря на субботу ажиотажа сильного не было. Сама экскурсия началась минут через 40. Чтобы не ждать своей очереди, посетителям предлагается провести какое-то время на небольшом пароме под названием Номадик. Этот паром доставлял пассажиров на борт самого Титаника, так как в порту Шебурга, Северная Франция, куда Титаник зашел после Саутгемптона, откуда начался его первый и, как потом выяснилось, последний вояж, пристань не позволяла пришвартоваться Титанику самостоятельно. Номадик так же, как и Титаник, построили в сухих доках Harland & Wolff, и это единственное судно компании White Star Line, владельца Титаника, которое осталось на плаву по сей день. Номадик, в отличие от такого же вспомогательного судна Трафик, был отделан более роскошно и поэтому перевозил пассажиров первого и второго класса. Ну а Трафик, соответственно, третьего. Сам музей Титаника, как выяснилось, посвящен также и истории Белфаста, чем город жил в начале 20 века, как Harland & Wolff получили заказ на строительство, как это событие сказалось на местных, о жизни рабочих, которые принимали участие в строительстве и так далее. Создатели также построили некий аттракцион уровня Диснейленда начала 2000-х. В кабинке ты как бы проезжаешь через строительные доки. Титаник однозначно, наверное, самое интересное на сегодняшний день в классическом понимании туристических направлений, что может предложить Белфаст. Несколько раз в сувенирных магазинах я видел ироничные надписи типа «Титаник. Построил ирландец, потопил англичанин». Естественно, такой сарказм не беспочвенный. По ходу выпуска я вам рассказываю в том числе и о взаимоотношениях между Англией и Ирландией. Но одно дело религиозные и политические противоречия дней давно минувших, другое дело взаимоотношений на бытовом уровне сегодня. Здесь есть англичане, которые считают себя ирландцами и живут здесь, там, не знаю, с 15-го, с 12 века. И они считают себя ирландцами и топят за Ирландию. Поэтому отделить их друг от друга практически нереально. Практически у каждого есть родственник в Англии и в обратную сторону. И, соответственно, они как бы противостоят друг другу, но не на уровне личностном, да, там ирландец против англичанина, а на уровне политики правительства. Что они одни отстаивают свою независимость, другие хотят сохранить влияние в своем регионе, но они отделяют вот такое личное от политического. И на улице противостояние между ирландцами и англичанами встретить невозможно. Хотя они могут подсмеиваться над англичанами и считать их какими-то такими... Hop On Hop Off тур однозначно подходит тем, кто хочет посетить большое количество достопримечательностей в короткий промежуток времени. Во многом за Ирландией я наблюдал из окна автобуса или поезда. Архитектура что в Северной Ирландии, что в Республике Ирландии вообще сильно не отличается. Касаемо цен на отель я также сильной разницы не ощутил, но мне показалось, что и еда, и сувенир, да и вообще потребительская корзина самой Ирландии немного выше, чем в Северной. Да, обе Ирландии, к сожалению, не самые привлекательные туристические направления, во многом из-за дороговизны и сравнительно скромных предложений и удобств за запрашиваемую цену. Дешевле $100 отели найти практически невозможно, и, как я уже сказал, это будет просто комната в общежитии. Ситуация на рынке недвижимости не сильно отличается от краткосрочной аренды. Жилье очень сильно в стоимости зависит от района города. В Северном Дублине жилье дешевле, чем в Южном. В среднем все-таки все респектабельные и благополучные стремятся жить в Южном Дублине, потому что здесь тихо и безопасно. Однобедрумный, то есть
апарт с одной спальней порядка 2000 евро стоит за месяц, если такое нормальное состояние. Можно найти за 1800, но это будет уже убитый и некомфортный. Дом будет 2-2,5 тысячи, 3000 евро в отдаленных районах Дублина. В центре Дублина есть апартаменты 4, 5, 15 тысяч евро за месяц. В среднем апартаменты можно купить, что очень редко, на самом деле, в основном их делают под сдачу, за от 400 до 500-600 тысяч евро за 1-2-бедрумные апартаменты. Дом — это от 600 до бесконечности. На самом деле большой дом, где-то 150-200 квадратов, может стоить порядка 1 000 000 евро. И важно понимать, что на него еще будет очередь, и нужно будет выиграть аукцион. То есть начальный прайс, который указан на сайте, это не финальная цена. Если кто и приезжает в Ирландию как турист, то он навряд ли поедет в Северную Ирландию. Во-первых, из-за визовых ограничений, которые, как выяснились, не такие-то и жесткие. При этом, друзья, я ни в коем случае не призываю вас нарушать визовый режим. Тут уже на свой страх и риск. Но в Северную Ирландию или Белфаст не едут во многом из-за тех событий, которые печально прославили эту страну на весь мир. The Troubles. Или, как его перевели на русский, и как мы о нем знаем, конфликт в Северной Ирландии. Итак, что это за конфликт и почему он возник? Мы остановились на начале 20-х годов прошлого века, на моменте появления государства под названием Северная Ирландия. Надо заметить, что полностью Ирландии, точнее большей ее части, удалось стать независимой республикой лишь в 1949 году. До этого она являлась доминионом, то есть как бы и независимым государством, но которое признает британского монарха номинальной главой. Британских доминионов и по сей день немало, это и Канада, и Австралия, и Новая Зеландия. Какие-то бывшие доминионы полностью делились, такие как, например, Индия, Пакистан, ЮАР и Ирландия в том числе. Укрепление союза Великобритании привело даже к распуску североирландского парламента. Полнота власти в регионе перешла в руки британских властей, то есть фактически Северная Ирландия управлялась напрямую из Лондона. В 20 веке в Северной Ирландии наблюдается рост самосознания не только ирландцев и англичан, но и католиков и протестантов. В связи с этим большую популярность у местного населения обрели соответствующие правые партии и организации. Вообще в Белфасте, помимо с граффити и мюралами, переборы с флагами. Они там везде. Каждый из них принадлежит какой-то партии, какой-то организации, даже не пытайтесь вникнуть. Так или иначе, они делятся, как вы догадались, по религиозному признаку и политическим предпочтениям. Но вообще лагеря два. Первый — это католики, республиканцы, ИРА, Шин-Фейн, Папа Римский, еже с ними и так далее. Второй лагерь — это протестанты, лоялисты, юнионисты, англиканцы, Боже храни королеву или короля и так далее. Помните, таксист сказал, что в центре Белфаста вроде как все намешано, но есть улицы, где с одной стороны ходят протестанты, с другой стороны католики. Так вот, на окраине Белфаста все иначе. Как вы понимаете, проезжую часть хоть и опасно переходить в неположенном месте, но от религиозных и политических столкновений этот постулат ПДД навряд ли убережет. В середине 20 века ситуация на окраинах Белфаста начинает накаляться. Столкновения между католиками, протестантами и отрядами полиции начинают происходить каждый день. Даты формального начала конфликта The Troubles нет. ИРА, Ирландская республиканская армия, вообще военизированная полупартизанская группировка, опирающаяся на поддержку католического населения, ставящая своей целью независимость территории Ирландии от Британии. Считается, что ИРА финансировалась правящей партией Шин-Фейн, но в 70-х годах произошел раскол и они отделились. Противоречий внутри лагеря республиканцев было достаточно, но условно все противостояния католических ирландцев с британцами приписывают ИРА. В 1967 году была основана Ассоциация борьбы за гражданские права. Ее участники требовали ликвидации дискриминации католиков при устройстве на работу, в жилищном вопросе, распуска полиции, состоявшей в основном из протестантов. Ассоциация также организовывала демонстрации и митинги, которые разгоняла полиция. Интересно, но на митинге я тоже успел побывать. Правда, не в Белфасте, а в Дублине. В общем, ребят, шел я снимать одну достопримечательность и слышу, раздается такая жесткая барабанная дробь. Решил пойти посмотреть, что происходит. Думал, что какие-то ритуальные танцы. Как, например, в Мексике. Нет, оказывается, не танцы. Оказывается, это акция протеста. Группа примерно из 100 человек собралась перед воротами то ли мэрии, то ли парламента и лупила в барабаны так, как будто дракары викингов появились на горизонте и планируют снова осаждать остров. Митинг приурочен был к какому-то непопулярному решению правительства в сфере ЖКХ, и местные вышли выразить свое недовольство по этому поводу. Просто выходят и заявляют о своих претензиях. Причем не просто стоят молчаливо, пикетируют, а прямо под окнами государственного учреждения. Я так понял, это либо мэрия, либо
В общем, какое-то муниципальное здание. Барабанит вовсю, так что ж стекла трясутся. Ну вот, пожалуйста, вот проявление демократии. Если что-то не нравится, выходи, высказывайся. Так и должно быть. В итоге к ним вышел какой-то усатый мужик в пиджаке. Я спросил у одного из митингующих, кто это такой, на что мне сказали, что это сам Вилли О'Ди, сильно удивившись, что я его не знаю. Я загуглил его имя, и первое, что попалось, это статья, где он обещал сбрить усы по какому-то поводу. В итоге выяснилось, что это бывший министр обороны, сейчас занимающий какой-то государственный пост, в суть которого я не вникал. I'm a member of Sinn Féin, I know you'll make the and case for this, yeah. I am a person who's totally supportive of the National Army, the Gardaí, and peace and justice. Меня не столько удивило огромное количество протестующих прямо перед окнами госучреждения. В странах с развитой демократией это распространенное явление. А то, что к ним выходят общаться сами министры, чтобы уладить конфликт. У них очень интересно, они очень любят своего президента. Это такой очень милый старичок с двумя большими собачками, с которыми он везде перемещается. Они его относятся к нему с обожанием. Они достаточно глубоко вовлечены в политику, потому что они еще помнят, как они боролись за свои права и за выход из состава Британской империи. Здесь множество символов этой борьбы, и они на самом деле относятся к ним уважительно. И, что интересно, у них очень распространено местное депутатство. То есть быть депутатом — это реально означает быть представителем своего района, и они ходят к своим депутатам и с помощью депутатов пытаются пролоббировать какие-то там свои вопросы, интересы и нужды. В том числе, кстати, русскоязычное сообщество тоже ходит к местным депутатам и что-нибудь просит для иммигрантского сообщества, и такое тоже возможно. Короче, чем закончился протест, я не знаю, но этому Вилли О'Ди с усами и вправду надо что-то делать. То, как полиция мирно наблюдала за митингами, натолкнуло меня на мысль, а достаточно ли у них вообще работы в сфере охраны правопорядка? Если брать основную Ирландию, исключая Дублин, то на самом деле уровень преступности не очень высокий в нашем привычном понимании, потому что они живут тесными общинами, они друг друга знают, но это рождает такой отрицательный эффект, они могут не выдавать гарде преступника. Гарда — это полиция местная, она может ходить и делать обход, но никто ничего не скажет, потому что все всех знают, и это как бы плохо считается. В Дублине чуть проще, потому что это все же большой город. Основные, наверное, статьи преступлений здесь — это кражи. Особенно часто крадут велосипеды. Лучше велосипед в городе не оставлять, потому что если он у вас даже на надежном замке, его просто разберут на запчасти, оставят вам одну раму. Это кражи, такие кражи квартирные. Могут войти, могут вынести из квартиры много, все, что у вас там не приколочено. И вот наркотрафик, который идет из Европы сюда. Здесь еще есть торговля людьми, мафия из Восточной Европы. Я не буду называть национальность, чтобы не обижать никого. Сюда привозят европейцев с европейскими паспортами из незащищенных слоев населения. Часто это женщины, молодые мужчины, которых заставляют здесь заниматься разными андерлоу вещами, наркотиками, проституцией. И часто именно их потом, собственно, здесь и сажают. Так или иначе, полицейские не только не разгоняли митинг, они еще и помогали тем, кто на него пришел. Однако в Белфасте в конце 60-х представители закона не наблюдали за демонстрациями, стоя сложа руки. В августе там происходят уже массовые уличные столкновения между католиками и протестантами. Для предотвращения дальнейшей эскалации в британскую часть Ольстера были введены войска. Изначально католики поддержали присутствие в регионе войск, но в дальнейшем разочаровались, так как, по их мнению, армия поддерживала протестантов. Здесь как раз и происходит перелом, который скажется в дальнейшем на методах ведения борьбы за независимость. В 1970 году ИРА раскалывается на две части – официальную и временную. Вот именно временная ИРА, или ПИРА, Provisional Irish Republican Army, была настроена более радикально, чем официальная, и выступала за продолжение террористической деятельности, которую они вели на протяжении всей борьбы за независимость. Но чтобы запутать вас еще больше, к официальной и временной ИРА добавилась еще и подлинная ИРА. В июле 1970 года британские военные стали проводить массовые обыски в округе Фоллс. Эти события также очень серьезно повлияли на дальнейшее развитие. Ирландские националисты и иные католики отныне считали британскую армию своим врагом. В этот район Фоллс я и отправился. Как вы догадались, район преимущественно католический. Здесь ты ощущаешь себя, как будто вернулся обратно в Дублин. Кругом ирландские флаги, надписи на ирландском, граффити и тому подобное.
Да, Белфаст, как я уже сказал, еще и столица флагов. Там их огромное количество, по ним можно понять, в каком районе ты находишься. Но есть интересный факт. Несмотря на такое обилие флагов, в стране нет собственного официального флага, как, например, у Уэльса, Англии или Шотландии. Есть неофициальный флаг – Ольстер Бандера, который часто используют, чтобы идентифицировать Северную Ирландию. Однако единственный официальный флаг, признанный в стране, это Union Jack – флаг Великобритании. Оказался в таком месте интересном. Вот с одной стороны ворота с колючей проволокой, да? И буквально 50 метров некая такая зона, и вон ворота с другой стороны. Что-то мне подсказывает, что они здесь неспроста. Ну вот буквально перешел через этот барьер, я как будто в Англии оказался. Вот был в Ирландии, 50 метров в Англии. Почему что я в каком-то форте нахожусь, английском. Они флаг посередине поставили, не знаю, пушки, наверное, зарядили. Ну такой уютный дворик, если честно. Район, в котором я оказался, пройдя через ворота, называется Шанкилл. Именуется он по названию одноименной дороги. Во времена The Troubles Шанкилл был центром активности лоялистов и юнионистов, преимущественно протестантов, сторонников сохранения монархии. На него приходится львиная доля терактов, устроенных ИРА на территории этого города. Об этом можно прочитать на многочисленных стендах, что расположены вдоль дороги. Well, apparently you're on the British side, right? Yes. Yeah. Yes. What do you think about it? Like, I just want to get the idea and the opinion of a local person. There's a lot of people that vow saying, whoa, I guess it's 50-50 right here, more or less. How complicated is it? Well, the Republican side tend to, their propaganda is a lot stronger than what ours would be. They pump it and pump it and pump it. Well, we tend to remain sort of quiet about the atrocities that happened on our side. You know, like we had quite a lot of stores selling furniture, public houses, bars being blown up. There was quite a lot of innocents. Bombs are indiscriminate, you know what I mean? They're not selected, they're indiscriminate. But as I say, there's quite a lot happened on our side. This has never been sort of spoke about. Where the Protestant side don't really, the propaganda's not there. You know, they just want to forget about it, put it in the past and forget about it. But these people keep on and on and on. Do you think Ireland will finally reunite or will stay under British rule? Not in my day. Not in my day. I don't want it. I don't want it. I don't want it for my children. I don't want it for... I want to remain British. No. Я зашел в местный бар поснимать то, как отдыхает уже в Северной Ирландии. И никакой разницы между Ирландией или Англией не заметил, что англичане, что ирландцы, что североирландцы. Все бухают одинаково, под громкую музыку и песни, правда иного содержания. Естественно, там я тоже не преминул поснимать, но как только я достал камеру, тут же подбежало несколько человек. Пришлось тут же отмазываться, мол, фоткал себя, отмечал приезд в Северную Ирландию. Услышав мой акцент, они поняли, что я не из вражеского стана, и отпустили с миром. Такое повышенное внимание камерам и к чужакам здесь неспроста. 5 апреля 1975 года в этом баре под названием Mountain View произошел теракт. Ирландские республиканские военизированные формирования убили добровольца УДА, Ассоциация обороны Ольстера, и 4 гражданских протестантов. It's more the way it has been forced upon us. If they had talked about it and agreed Ireland, it might have been different. But they tried to bomb and shoot us into it, so that had us totally. Saying that's people of my age, you know. I don't want it. Maybe my grandchildren will maybe want it, you know, but I certainly don't want it. And I'd be prepared to lift arms again to stop that, along with quite a few more that I know would also return the arms to prevent a united Ireland by force. Именно между этими районами, Фолс и Шанкилл, во времена The Troubles наблюдалось самое ярое противостояние. Между ними построили заграждения. Помимо Белфаста, такие же заграждения находятся в Дерри, если вы на стороне католиков, так называют этот город, или Лондон-Дерри, если вы протестант. В этом втором по величине городе Северной Ирландии 30 января 1972 года солдаты британской армии расстреляли толпу демонстрантов, убив 15 мирных жителей. Одна из знаменитых песен группы U2, ирландцев по происхождению,
посвящена именно этим событиям. Не имея достаточной поддержки со стороны официальных властей, католики Ира свою борьбу ввели преимущественно за счет терактов. Кстати, отель Европа, мимо которого мы проезжали, держит рекорд на континенте, в честь которого его назвали, по количеству терактов на его территории. Если честно, я не знаю, внесли ли это достижение в книгу рекордов Гиннесса, о которой я рассказывал в первой части. On the other side of that wall, I've lived on the Shankill Road here all my life. I'm 68 now. I've lived here all my life. And I went behind that wall there about 8 months ago. And I could not tell you the streets, anything else. I was lost in it. Oh, well, you're not even allowed to go there? Or what's Oh yes, oh yes. You just don't want? No, it's not a place I would really prefer to go to. You don't get me wrong. There's no problems really now going to it. Yeah. But I didn't know in there. I didn't realise in there. Totally alien to me in there. Oh, okay. Really? I get lost in there, yes. And now I live up the street up here, and that's behind that wall. I get lost. That's so Which is I found very, very strange. Yeah, but what do you mean you get lost? Like you? I didn't know my way around. Oh, really? And you have to ask where I was going. And it's written in Irish. And I don't know Irish. To me, that's talking. That's like clucking hens to each other. That's, you know what I mean? And they're forcing this issue about talk Irish. What good's Irish? Haven't you anyone apart from Ireland? You're not going to speak it anywhere else. This is something the British took off, and they say, in the 1600s or so, you know, the Irish have a great thing for the love of their history, you know. But I don't know where it'll end. I don't know where it'll end. Not in my day, not being there in my day. Помните, в первой части я рассказывал про иглу, что установлена на месте колонны Нельсона, которую взорвали. Нельсон и прочие британские политические фигуры для ирландцев – это как красная тряпка для быка. Я уже рассказывал о лорде Кромвеле. Помимо него в список самых ненавистных англичан, среди ирландцев, естественно, входят и Уинстон Черчилль, и Маргарет Тэтчер, и ряд других. Все они в свое время издавали законы, целью которых было подавить националистические движения в Северной Ирландии. Тэтчер отличилась особенно. Несмотря на свою популярность, эта поистине железная леди, как ее называли, во время конфликта The Troubles издавала такие указы, которые только усугубили ситуацию и привели еще к большему количеству жертв, как среди заключенных, устроивших голодовку, так и среди уличных демонстрантов. Назвать гуманными методы, которыми пользовались представители ИРА в борьбе за независимость, язык не повернется. Однако этот радикальный способ ведения геополитических войн, к сожалению, будет сопровождать региональные конфликты, в какой бы точке земного шара он ни возникал. И знаете, что интересно? Насколько, казалось бы, разные люди могут проявлять солидарность по отношению друг к другу, когда оказываются в подобной ситуации. Помимо флагов местных политических организаций, проезжая по району Фолс, мне бросился в глаза флаг Палестины. Сначала я подумал, что там проживают иммигранты оттуда. Однако потом в кафе разговорился с одним парнем. Он сказал, что владелец этого кафе сам из сектора Газа. И оказывается, что среди католиков Северной Ирландии царит безусловная поддержка Палестины. Интересно, но буквально 3 месяца до этого я был на палестинских территориях и разговаривал там с местными по поводу палестино-израильского конфликта, о котором рассказывал в выпуске. Как вы понимаете, солидарность с палестинцами католики Северной Ирландии проявляют в виде схожести политических ситуаций. Поразительно, но чем больше ты путешествуешь, тем больше понимаешь, насколько, будучи такими разными, с одной стороны, на самом деле мы живем по сравнительно похожим сценариям, уже не раз написанным историей, и чтобы избегать ошибок, нужно просто ее изучать. Хоть она и всегда писалась победителями, мы живем в эпоху, когда можно, если захотеть, сопоставить подтвержденные факты, чтобы понять, что происходило, особенно в ретроспективе последних 100 лет, и что происходит сейчас. Стена, которая разделяет Фолс и Шанкилл, называется Peace Wall. Сейчас она стала одной из самых главных достопримечательностей этого города, куда возят туристов. На ней можно оставить надпись, и я решил написать то, что считаю здесь самым уместным. Будучи как в Ирландии, так и в Северной Ирландии, обратил внимание на обилие украинских флагов, особенно в Дублине. Очень тяжело не увидеть исторических параллелей во взаимоотношении Англии с Ирландией и России с Украиной. Я не утверждаю, что ситуация идентична и, естественно, никаких религиозных, во всяком случае значимых, противоречий не было. Но в обоих случаях мы имеем дело с некогда сверхдержавами. В мировой истории было всего 3. Это Великобритания, Советский Союз и США. На сегодняшний день из этой большой тройки под определение сверхдержава попадает лишь последняя. Эталонная нация, вокруг которой строилась Великобритания, была Англия. Отсюда и колоссальное влияние английского языка, который практически полностью выместил ирландский. В
первой части рассказывал, что на ирландском говорит лишь 15% от всего населения Ирландии. Как сказала Анна, почти у каждого ирландца есть родственник в Англии. И, вероятно, во многом наоборот. Звучит до боли знакомо, не так ли? Конечно, религиозные противоречия до сих пор имеют место быть. Католические церкви, что оказались на территории, где сейчас живут протестанты, превратились в бары, магазины, ночные клубы. И наоборот. Но и в том, и в другом случае мы имеем дело с банальной геополитикой. Все международные конфликты возникают вследствие несостоятельности дипломатии. Только нам с вами не стоит мыслить в контексте геополитики, чтобы сформировать свое отношение. Государственную повестку формируют исходя из геостратегических решений и затем, за счет пропаганды, лепят как из пластилина уже отношения народа, используя разные рычаги влияния и стравливания. Я считаю, что наш выбор должен строиться на моральном отношении к соседям, на взаимоуважении и принятии друг друга такими, какими мы являемся. Конфликт Северной Ирландии из религиозного перерос в политический, и те, и другие претендуют на эти земли, и как разобраться, кто здесь прав, кто виноват, когда каждый гнет свою линию. Такие же споры идут между Израилем и Палестиной, в конфликте, в котором я тоже пытался разобраться, и на чьей стороне там правда. Я веду к тому, что конфликты надо изучать, для того, чтобы предотвращать войны, чтобы найти наиболее приемлемое решение, которое позволит закончить этот конфликт. Таким решением в случае с конфликтом в Северной Ирландии стало подписание 10 апреля 1998 года Белфастского соглашения, или как его еще называют, Соглашение Страстной Пятницы. 23 мая по итогам референдума соглашение было одобрено большинством жителей региона. В результате подписания соглашения была создана Североирландская ассамблея. Также были созданы Совет министров Севера и Юга для оформления взаимодействия между разными частями острова Ирландии и Британо-Ирландский совет для оформления взаимоотношений между всеми органами представительной власти Великобритании и Ирландии. Однако, несмотря на политические соглашения, конфликт по-прежнему остается неразрешенным и замороженным. Well, the troubles have been over now for quite a number of years. When I say over, the shooting has stopped. Здесь есть какие-то осколки Ира. Часто, гуляя по городу, можно увидеть какие-нибудь лозунги антибританские, в первую очередь, не против Северной Ирландии, а именно против Британии, против англичан. Но теракты не происходят, соответственно, каких-то предпосылок пока к этому нет. Отношения скорее на холде, да? То есть не происходит ни позитивного изменения, ни какой-то эскалации. Короче, ребята, этот ирландский вопрос, он не менее сложный, чем Израиль и палестинский. А вот и попробуй разбери, кто здесь прав, а кто виноват. Тут Анхамо, да, говорил, что правда всегда одна. Ну, я не знаю, у каждого, мне кажется, своя правда. Истина одна. Истина всегда логична. You know, there's things you can't escape here, you know, it's the Queen's Bridge, the King's Bridge, you know, the streets, every street's named after an English lord, you know, all it's a Victorian city, you know, it's so, you can't escape the Britishness, but the thing of it is, you know, it doesn't make me any less Irish, you know, if it comes to have a vote on United Ireland, I'll have the vote in my head, not my heart, you know. Is it going to be economically feasible for me? Is it going to benefit from it? You know, and a lot of people will just jump in, oh, we want this, want that, well, without thinking about it first, you know. В Северной Ирландии в настоящее время продолжают существовать протестантские и католические милитаризированные организации, в том числе и большинство течений Ира. Историческое противостояние католиков и протестантов на этом острове было и остается, пожалуй, его главной неразрешенной проблемой и самой большой головоломкой для политиков по обе стороны границы. Именно это противостояние и отражает ирландский флаг, где зеленый цвет символизирует католиков, оранжевый протестантов, а белый – мир между этими конфессиями. Oh, it is the biggest mix-up that you have ever seen. My father, he was orange, and my mother, she was green. Oh, my father was an Ulsterman, from Protestant was he. My mother was a Catholic girl from County Cork with G. They were married into churches that happily enough. Until the day that I was born, and things are rather tough. Oh, it is the biggest mix-up that you have ever seen. My father, he was orange, and my mother, she was green. Друзья, после каждого выпуска или серии выпусков про ту или иную страну я стараюсь подвести итоги и поделиться своими наблюдениями.
Если говорить про эту страну, или точнее страны, то, на мой взгляд, они сильно обделены вниманием, как в культурном и историческом, так и в туристическом аспекте. Как я уже сказал, страна не из дешевых, и, возможно, этим отпугивает туристов. Но это и вправду уникальный остров, с невероятно красивыми пейзажами всех оттенков зеленого. Это Клондайк для ценителей культурного наследия человечества, а также любителей отдохнуть за бокалом пива в шумном пабе. И даже пасмурная погода, которая так напоминает питерский сплин, и которая является частым явлением на этом острове, с привкусом хандры и меланхолии, почему-то не нагоняет тоску или ощущение безнадеги, а наоборот, вызывает желание поглобалить на разные темы. Как я уже сказал в первой части, из-за высокой стоимости аренды автомобиля, к сожалению, покататься по острову мне особо не получилось. По возвращению в Дублин я еще скатался и в парк Феникс, по которому советую передвигаться на велосипеде, который в свою очередь, помимо удобного трамвая, также может стать альтернативным транспортом. Прогулялся по набережной Лифи и, конечно, коротал оставшиеся вечера в пабе в компании местных жителей и вновь прибывших иммигрантов. На этом мое путешествие по Ирландии закончилось. Следующей страной моих странствий стали Объединенные Арабские Эмираты. Как вы заметили, помимо туристических моментов, меня в большей степени интересуют социальные аспекты, которые сопровождают жизнь в тех или иных странах. Причин, почему в одних странах уровень жизни высокий, а в других запредельно низкий, может быть уйма. Мало кто не слышал про феномен Дубая, который за последние 30 лет из рыбацкой деревни превратился в город будущего. Мне лично захотелось поехать и посмотреть, что привело к такому результату. Все ли так безупречно, как говорят, и кто стоит за успехом такого стремительного развития. Конечно, я, как обычно, поговорю с местными жителями, покажу, куда сходить туристу, поделюсь лайфхаками, короче, как обычно. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, комментарии, а также поддержите канал через ссылки в описании и делитесь по возможности моими выпусками. Это канал Проект Резидент, я его автор Александр Бороденков, и до новых выпусков из разных уголков нашей планеты.